Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Добро пожаловать на мой канал. Путин прилетел, тут процентов 10-15 всех моих слушателей говорили, что Путин не прилетит, но там задержат. А я знаю здоровье Путина. У него онкология. Скорее всего, ему там блокаду сделали этой части, чтобы ему не больно было передвигаться. Но по его походке было видно, что человек терпит. Главное из этих вопросов — это гарантия безопасности Украины. И это заметили BBC, наши с вами любимые, что Трамп посоветовал Зеленскому согласиться на условия России, согласиться на эту сделку, хотя условия сами он озвучивать не стал. Это является результатом того, что они договорились по Одессе. Самое главное для Путина — это не то, что переговоры, там, которые продлились там почти 3 часа. Дело в том, что эта встреча позволила Путину официально вернуться на мировую арену. Двухсторонний саммит между Путиным и Трампом является сейчас самой обсуждаемой темой в мире. Итак, друзья, я начну не с итогов переговоров между Путиным и Трампом, а я начну с того, что даже те люди, которые не то что не поддерживают Путина, а просто скептически даже к нему относятся, несмотря на то, что они уважают Россию, эти люди, блогеры, которых я тоже уважаю, говорят: огромные аплодисменты Путину. Путин тяжело больной, онкология тазобедренного сустава. И когда первый раз я просмотрела, как Путин летел по красной дорожке, она была очень длинной, я была восхищена. Это человек, которому 70 лет, это человек, который столько много испытал. Зная все это, Трамп встречал его как победителя с аплодисментами. 2 раза он аплодировал ему, когда он шел по дорожке. Как молодой мальчик в буквальном смысле. А это стоит огромных сил при такой дикой боли. Как и блогер, которого я сейчас предоставлю, он говорит то же самое об этом. У него нет ног, инвалид. Так же точно, как я прошла очень много в моей жизни. Сидела в инвалидном кресле после инфекции в спинномозговом мозге, после инсульта. Даже говорить не могла. Но волей училась. Он доказал всему миру, он доказал своим присутствием, поведением, силы воли, несмотря ни на что. Он есть победитель. Сказала своему мужу: смотри, как он прекрасно, несмотря ни на что, выглядит. Стройный, подтянутый, элегантный. В моем видео я подобрала вам сравнение встречи Трампа и Зеленского и Путина. Вы только посмотрите, это разные миры. Мы знали, что это разные миры. Но особенно, когда видишь по фотографиям с их встреч, понимаешь еще больше, кто из них есть кто. Смотрите, что говорит блогер о Путине. Это не его кумир. Он в буквальном смысле восхищается Путиным. У него изменилось мнение. Путина все под контролем.
Куль у нас говорят. Дорогие друзья, прежде чем я покажу вам видео, подписывайтесь, если вы случайно зашли на мой канал. А также не забывайте ставить лайк. Итак, мои хорошие, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поехали! У Путина онкология тазобедренного сустава. Ему тяжело ходить. Несмотря на вот этот вот многометровый красный ковер. Блин, ну просто вы не знаете, что такое, когда у тебя болят ноги, а тем более, когда нету этих ног. Я это знаю. И то, что сделал Путин, блин, он выстоял. Последнее, когда он уже прощался с Трампом в присутствии переводчика, там ноги подламываются, видно на видео, как они подламываются, он опять выдерживает, подламывается, выдерживает, но физиономия не дает дать понять, что ему плохо. Он разговаривает, он делится, он не торопит прощание. Блин, это очень дорого стоит. Он просто выдержал это. Я не имею ноги одной полностью, и вторая нога у меня 50%. Я знаю, что такое боль, когда ты идешь, и ты осознаешь, что ты можешь 10 метров больше ты не сможешь пройти. Тебе нужно дойти срочно до куда-то, где нужно сесть. Блин, он сделал это. Это реально геройский поступок. Блин. Володя, ты меня просто удивляешь. Охренеть можно. Просто я завидую твоему мужеству. На мировой уровень все-таки вышел. Ходит видео одно. Не знаю, это работа искусственного интеллекта. Сейчас настолько все это точно делается, что тут не угадаешь, чи правда это, неправда. Было видео, я его смотрел, и Шварценеггер обращается к Трампу и говорит, что вот он смотрел на него как на ребенка. Ты вел себя как мальчишка, как Макаронина, я его сейчас цитирую. У меня, говорит, было такое ощущение, что вот-вот ты у Путина имеется в виду, попросишь автограф. Настолько ты перед ним выглядел таким присмыкающимся, скажем так. Я не знаю, насколько это правда. Если это искусственный интеллект, то прошу прощения. Хотя много мы не знаем, о чем говорил президент Путин и Трамп. Следовало бы этого ожидать. Я говорил в моем предыдущем видео. Все очень секретно. Тот, кто надо, уже знает, почему так это бесит Зеленского. Но можно было понять потому, что Путин посетил памятник летчику, который поставлял из Америки оружие во Вторую мировую войну, как помощь. Американцы помогали с оружием. То, что он посетил ферму по выращиванию рыб, говорит о многом. Делал это Зеленский. У него было только одно – клянчить бабло и делать трагическое лицо жертвы. После саммита Трамп дал понять Зеленскому, кто настоящий проигравший. Мы-то все знаем. Но он показал это и доказал всему миру отношением к Путину. Эта встреча побила все рейтинги просмотров в мире. Путина встречали с огромными почестями. Не только выложили красную дорожку, выставили почетный караул. А кроме того, что не каждого президента лично Трамп встречает в аэропорту. Кто встречает так Зеленского? Это было вызов всему миру Трампа. Я много сейчас говорила о личном присутствии Трампа в аэропорту для встречи с Путиным. Посмотрите, пожалуйста, эти кадры. После этого во многих социальных медиах было сравнение фото встречи Трампа и Путина и встречи Зеленского и Трампа. Посмотрите, пожалуйста, два мира. Отчаянный Зеленский, который ругается с Трампом, и счастливые Путин и Трамп. Вы просто сравните. Так Трамп встречает господина Зеленского, который устроил скандал и которого попросили покинуть Белый дом раньше времени. А так встречает Владимира Путина, который впервые за 10 лет в США. Два самолета друг напротив друга, красная дорожка, аплодисменты в знак приветствия, демонстрация техники и совместная поездка на лимузине. Вот что значит сила лидера. Поздравляю США и Россию с этим важным шагом. Уже хуже, чем для самого Зеленского
и для всех европейских разжигателей войны не могло быть. Это был настоящий вызов Зеленскому. Мы знаем, что после встречи никакие подробности не были обнародованы. Не было объявлено о перемирии, ни о том, что Дональд Трамп уйдет в отставку. Он сказал, в моем предыдущем видео говорила, что если не получится первая встреча, значит я ухожу домой. Трамп так и сказал, что в первые 2 минуты я увижу, будут ли эти переговоры конструктивными. Переговоры длились 3 часа. И еще практически ни с одним президентом Трамп так долго не встречался. Тем более с Зеленским, когда он сам себя навязал на эту встречу. Зная, что переговоры длились 3 часа, мы можем с уверенностью сказать, что был достигнут значительный прогресс. Эти переговоры длились так долго, чем 3 переговора вместе между Украиной и Россией. Вот заявление 2 лидеров на этой встрече. Итак, друзья, во время переговоров и после переговоров Трамп выглядел довольный как слон. Сказал, что встреча произошла 10 из 10. Но опять же, тайна за 7 печатями. Но не надо отчаиваться. Обо всем мы узнаем со временем. Нью-Йорк Таймс пишет. В то же время журналист спрашивает Арестовича, не унижение ли это для России, что встреча произошла именно на Аляске, ведь ее продали с потрохами, что Арестович ответил правильно. Он сказал, наоборот, этим Трамп показал, что это наша земля, бывшая российская и настоящее время американская. Это связывает нас вместе исторически. Посмотрите, что говорит на этот вопрос журналиста Арестович. Зачем пригласили на Аляску? Явно же не мишек посмотреть. Еще бы Форт Росс пригласили бы. К чему эти унижения с приглашением на те земли, которые Россия отдала США? В чем унижение? Они наоборот показывают, что вот есть земля, которая принадлежала одно время России, одно время США. И это наше на двоих дело. Не в Европе, не у арабов, не в Ватикане. Они всем показывают, вы нам не нужны. Это наши вопросы, американские и российские, мы решаем их на двоих. Поэтому место очень-очень четко. В идеале можно было на корабле в Беринговом проливе. Но, я так понимаю, там я не моряк, там, наверное, там сложное течение, чтобы просто поставить 2 корабля. Когда-то Горбачев на Мальте на крейсерах с Бушем переговаривался. Вот это было бы совсем красиво на границе. Ну и плюс еще, можно добавить сюда к этому, что он же сегодня, как так сказал, я еду в Россию к Путину. То ли да, оговорился, то ли... Наговорился, понятное дело, что он не собирается, наверное, Аляску отдавать России. Как вы считаете, вообще возможна встреча Путина и Зеленского? Только для подписания капитуляции. Закончится ли война в 2025 году? Могут быть приостановлены боевые действия. Война не закончится. Когда может прекратиться бусификация? Даже после окончания войны она может продолжаться, потому что нужно будет ротировать войска, которые стоят на линии соприкосновения на границах. Вы не думаете, что мобилизация прекратится, как только окончатся боевые действия? Что говорит Артем Дмитрук? Что мы можем вынести из сегодняшней встречи Путина и Трампа? То нам с полной ответственностью заявили, кто начал эту войну. А именно ее начал Зеленский. То, кроме того, войну удерживает и затягивает именно Зеленский. Главный заинтересованный человек в этой войне – это Зеленский. Об этом открыто заявляет Трамп. Он ответственностью на самом высоком уровне. Он говорит, что Зеленский – это бес во плоти человека. И всего, чего он касается, обречено на провал. Например, если куда-то он приезжает, затем уезжает, после него земля покрывается прахом, уничтожением людей, украинцев. Вся эта болтовня и планы зелья окончания войны, они постоянно меняются. И они уже давно их озвучивали. Всех тех украинцев, которые еще могут посметь думать, что сегодня в Украине в войне виноват кто-то другой. Что сегодня войну в Украине удерживает и продолжает кто-то другой, кроме Зеленского. Вся вина на Зеленском. Все жизни, вся кровь, все судьбы
на Зеленском. И это самое главное, что мы должны с вами понимать. И это уже не секрет. Об этом говорят на самом высоком уровне. Войну начал Зеленский, войну удерживает Зеленский и продолжает войну и заинтересован в продолжении войны только Зеленский. И я сейчас не говорю о том, что есть западные кураторы. Западные кураторы есть и будут всегда. Но важно, кто является исполнителем этого, кто реализовывает это, кто идет на это и кто возглавляет все это. Слава Богу, что произошла встреча. В 2021 году на одном из эфиров, на одном из телеканалов был представлен план Ермака Зеленского 10 пунктов о чем-то там. И я тогда открыто заявил им в 2021 году: у меня есть к вам встречный план и встречное предложение. Лучшее, что вы можете сделать для страны и для украинского народа, это мои пару пунктов, которых основная мысль в том, чтобы вы немедленно покинули офис президента и провели выборы, чтобы спасти страну и спасти народ Украины. Об этом я заявил еще в 2021 году. Планы Зеленского, как я уже ранее говорил, это возможность удержаться у власти. По его пунктах, то любой здравомыслящий человек понимает, что это просто вода. В этих пунктах есть очень важные вещи, за которые Зеленский при нормальной работе правоохранительной системы должен был с трибуны поехать в тюрьму. За государственную измену как минимум. Один из этих пунктов, Александр, насколько вам известно, прямо говорит о том, что мы должны отдать свою землю, свои ресурсы кому-то там, каким-то партнерам. Это его хриплой этой истории на трибуне можно было наложить конец. Все. Потому что и ранее, и сегодня, и в будущем в том расположении, и в том состоянии, и в том контексте, и при тех границах, в которых есть Украина, наше вступление в НАТО невозможно. Если мы в ближайшее время не остановим войну, военных у нас не будет. Останутся только инвалиды, старики и женщины. Было закрытое совещание с главами фракций, да, мы понимаем, это Порошенко, Тимошенко и другие. И вот на этом совещании, в принципе, Порошенко, Тимошенко поддерживали Зеленского, вот говорили, какой он молодец и как правильно все он говорит, но это делается исключительно для того, они очень опытные политики, скажем так, и они понимают, что та деятельность, которую он проводит сегодня в Украине, просто приближает его конец. Были депутаты, которые задали вопрос Зеленскому. Скажите, пожалуйста, уважаемый Владимир Александрович, а есть какой-то более-менее реальный план остановки войны или какие-то сроки, или процесс переговоров? На что Зеленский очень разозлился и не смог ответить ни на один вопрос. Украинцы задают вопрос известному политику Украины, который, к сожалению, должен жить в эксиле. Спрашивают: а как насчет встречи Зели с Трампом и Путиным? И еще спрашивают: Зеля поедет или не поедет? И правильно он говорит: кому он там нужен? Я уже говорила в моем видео, что Трамп только на слова говорит: потом будет встреча с Зеленским, Путин, Зеленский и я. Это только слова. Никакой договоренности между тремя никогда не будет. А просто устраивать шоу, у них на это ни времени нет. Ради того, чтобы удовлетворить Европу тем, что, как это так, переговоры должны происходить тоже с третьей стороной, то есть Украиной. На данное время Украина не имеет президента. Кем вообще разговоры вести? Таким людям, как Трамп и Путин, никому доказывать ничего не надо. Их исключили из переговоров. Всю Европу вместе взятую с Зеленским. Трагивала этот вопрос, почему Путин до сих пор не ликвидировал Зеленского. Я уже немножко отвечала на этот вопрос, потому что Путину даже выгодно. Это пешка, это марионетка, просроченный президент.
Он сам своими действиями открывает глаза Украине. Путин умный человек, он не хочет навязывать Украине, что в деле угробил Украину. Хочет добиться того, что украинский народ сам убедится в этом. И это правильно он сделал. И рейтинг Зеленского уже далеко внизу. Во время августовской поездки Зели в Сумы он находился на волоске между жизнью и смертью. Российские военные, отслеживающие его движение, могли бы нанести удар без всяких проблем по его кортежу. Получили категорический запрет лично от Путина. Кремль сознательно отказался от устранения Зеленского, выбрав более изощренный метод, о котором я уже немножко вам сказала до этого. Сейчас вам покажу, почему россияне не предприняли устранение Зеленского. Есть 3 причины на это. Основные версии. Нежелание обрушить хрупкие переговоры с американскими эмиссарами. Давление со стороны Израиля, располагающего компроматом на российские элиты. Расчет на то, что западные союзники сами добьют Зеленского через скандалы о коррупции. Этот эпизод демонстрирует новую фазу противостояния, когда Россия переходит от грубой силы к сложным гибридным операциям. Смерть Зеленского была бы слишком простым решением. Куда страшнее для Кремля видеть, как украинский лидер теряет поддержку собственного народа и западных покровителей. Оба президента после переговоров говорили о очень удачном и конструктивном разговоре. И что они продвинулись по очень важным вопросам. После этого Дональд Трамп сказал, что он сделает несколько звонков, но только с подходящими людьми. И мы только можем гадать, с кем именно Дональд Трамп хочет встретиться. Он не говорил в этот раз о Зеленском. Он позвонит именно тому, кто заслуживает доверия и который не передаст все сразу прессе. Все сейчас ведется тайно. Именно тем людям позвонит Трамп, которые на его стороне и которые не будут разглашать о всем том, о чем они договорились. Трамп прекрасно знает болтунов, европейских политиков, что они сразу все разглашат и впадать в панику. Это ему не нужно. Итак, друзья, после переговора с Путиным Трамп дает интервью американскому телеканалу Fox. В этом выступлении Трамп говорит о том, что главная тема это была, конечно, украинский вопрос, окончание войны. Еще одна из самых главных тем, зная, что для Путина неприемлемо продвижение НАТО на восток и вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что сам Трамп уже пару дней после вступления в свою должность сказал, что никогда Украина не будет членом НАТО, наши разжигатели войны до сих пор борются за справедливость. Зная все это, что Путин всегда говорил о национальных интересах безопасности, в переговорах между Трампом и Путиным затрагивался этот вопрос. Дональд Трамп подтверждает, что тема НАТО была обсуждена и что мы достигли огромных успехов, что речь шла о безопасности России. О чем они могли договориться? Первое. Окончание невозможности вступления в НАТО Украины. Второе. Частичный вывод войск НАТО, по крайней мере американских, из Европы. Возможно, даже обсуждалось вывод американских ракет из Европы. Это только предположение. Но мы теперь знаем, что этот вопрос обсуждался. Была запланирована встреча тет-а-тет между Путиным и Трампом. Но было внезапно отменено в основном из-за Евросоюза. Была огромная паника Евросоюза, что Путин может полностью контролировать Трампа. За кулисами что-то пошло не так с материалом. И поэтому личная встреча Путина и Трампа была немножко влена с участием министра иностранных дел, вы знаете, 4 или 5 представителей России, 4 представителя России вместе с Путиным. Не только, как говорится, с глазу на глаз.
как до этого нам сообщали. После их встречи официальный протокол был отброшен, и они все-таки встретились тет-а-тет с глазу на глаз. То, чего боялись все европейские разжигатели войны. Что ответил Трамп журналисту по поводу встречи тет-а-тет с глазу на глаз? Дональд Трамп опять похвалил речь Путина и результат встречи. И что он сказал, что оба президента, то есть я, Трамп и Путин, хотят сделать окончание этой войны. После саммита произошла конференция. Трамп, журналисты. Дональд Трамп вел себя совершенно иначе. В нормальном случае он всегда шутит, отвечает на все вопросы. Но на этот раз во время конференции Дональд Трамп был очень-очень нервным, был очень взволнован. Эта встреча была исторической встречей. Трамп очень уважительно относится к Путину и поэтому не хотел на пресс-конференции делать каких-то ошибок. Поэтому он очень продумывал, что отвечать журналистам. Друзья, что после встречи или во время встречи говорили американские журналисты? Различия встречи Трамп-Путин с какими-то другими президентами. Журналист или репортер сказал, что это было абсолютно нетипичное поведение Трампа. Путин за 3 часа переговоров с Трампом высказался, что эпоха однополярного мирового порядка Америкой прошла. Сейчас наступает новая эпоха, что страны БРИКС начинают свое действие, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию и другие страны. США явно проиграют войну с санкциями против стран БРИКС. Война на Украине будет проиграна в интересах России, а не в интересах Украины или Европы. Едва Путин высказал по этому поводу, что газета «Бильд» написала решение Трампа не вводить новые тарифы. Помните, как он угрожал новыми санкциями и так далее и тому подобное, тоже России, Китаю, Индии. Речь шла о продаже нефти и газа России, тоже Индии, Китаю и так далее. Все мы знаем, какие пошлины теперь должна платить Европа Америке. Тоже думают наши британцы на BBC. А мы знаем, британцы особенно заинтересованы в продолжении войны. Обещали защиту и укрытие, в случае чего зелье. Хотя ихний кандидат – это Залужный. Почему я не сильно верю, что война прекратится быстро. И даже будет быстро перемирие. Потому что ни команда Трампа, ни команда Путина может заставить Зеленского, пока он еще имеет гарантию безопасности от Великобритании, что они его в любом случае приютят, эвакуируют. Я уже говорила в одном из моих видео, разрешат дальше пользоваться украденными деньгами европейцев и украинцев у себя на острове. Пока Франция и Германия обещают им финансовую поддержку, хотя я говорила, надолго их тоже не хватит, это позволяет зарабатывать западным странам коррупционные деньги, вынуждает, во-вторых, вынуждает трудоспособное население Украины покидать Украину. Друзья, я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было со мной интересно. До следующих встреч. Не забывайте ставить лайк за мою работу. Желаю всего самого наилучшего. От сердца к вам, ваша Эрика. До новых встреч на моем канале. Пока.